Приветствую всех на своем канале. Сегодня видео про ринит у кроликов, ну или сопли. Я не буду говорить, по каким причинам берется этот ринит и какой он бывает, инфекционный, аллергический. Видео не про это. Речь пойдет о том, есть ли вообще смысл лечить сопли кроликам. На этот счет у людей есть разные мнения. Одни говорят, что здесь нет ничего страшного, что сопли легко лечатся, такие кролики могут идти в разведение и также продаваться. Другие говорят, что нету смысла лечить сопли кроликам, потому что они потом могут обратно вылезти, что такие особи должны убираться, то есть у кроликов должен быть отбор. Я тоже хочу поделиться своим мнением по данному вопросу и приведу несколько примеров моей борьбы с данным заболеванием. Хочу подчеркнуть, все, что будет сказано в данном видео, это мое мнение. Оно может с вашим не совпадать, и это нормально. Мы купили кролика, привезли его домой. На утро я пошел его кормить, а у кролика сопли. Конечно, можно было подумать, что кролика привезли в нехорошие условия содержания, поэтому у него вылезли сопли. Но мои кролики на содержание не жалуются, и у моих кроликов соплей нет. Я не скажу, что у меня идеальные условия содержания, но они и неплохие. Ну что значит идеальное содержание? Для всех идеал разный. Для одних это чистые до блеска клетки, для других кролик, сидящий на такой кучке навоза, это нормально, это пойдет. Идеалы у всех разные. Можно было, конечно, предположить, что у кролика появились сопли от стресса. То есть мы его везли, кролик стрессанул, у кролика вылезли сопли. Но лично мое мнение, если у кролика от стресса вылезли сопли, то с кроликом что-то не так. Кролик немножко нездоров. Потому что я много раз отправлял кроликов в различные регионы и даже города. Ко мне приезжали кролики с разных городов. Но ни один кролик ко мне не приехал с соплями. Отсюда вопрос. А эти кролики не испытывали стресса? Конечно же испытывали. Но почему-то они приезжали без соплей. Ну да ладно, оставим это в стороне. Вернемся к моим историям. Про мою борьбу с лечением соплей у кроликов. Итак, я обнаружил, что у кролика есть сопли, и я начинаю его лечить. Я приобретаю антибиотики. Это, если я не ошибаюсь, это был азитромицин, иммуномодуляторы, витамины, капли в нос, еще там что-то. В общем, вот целый вот такой пакет медикаментов я собрал. Я начал лечить кролика, я его вылечил. Ура, победа! Я победил болезнь. Хотя на различных форумах и чатах писали, что нету смысла лечить сопли кроликам, они потом вылезут. Но шло время, прошла неделя, вторая, третья, у кролика не было соплей. Конечно, и я победил болезнь. Вот. Буквально проходит месяца 2 или 3, у кролика опять вылазят сопли. Естественно, я опять покупаю вот такой пакет медикаментов, опять антибиотики, опять иммуномодуляторы, опять витамины, там капли в нос и так далее. Опять его лечу. И опять я его вылечил, я опять победил эту болезнь, но моя радость была недолгой, потому что это был сентябрь, конец сентября, начало октября, пошли дожди, пошли перепады температуры, сырость и так далее, и так далее, и так далее. И что вы думаете? Правильно, у кролика третий раз появились сопли. Ну, третий раз я его, если честно, я его лечить не стал, потому что, учитывая прошлые мои попытки его лечения, они успехом не увенчались. Тем более, если у кролика появились сопли в такое время, да, то что бы было с ним зимой? Не за горами зима, и я подумал, что мой кролик вообще из соплей вылазить не будет. И я принял для себя решение, что я его просто уберу. Я не буду не мучить ни себя, ни его, не тратить деньги на медикаменты. Просто взял и убрал. Следующая история — это самка и ее крольчата. Принесла мне самка 9 крольчат. Кормила их до месяца, может быть чуть больше, и потом я обнаружил, что самка чихает, у самки появились сопли. Естественно, я самку убрал, за крольчат я не переживал, потому что они уже более-менее, что развалилось, они уже более-менее самостоятельно кушали, я как бы особо за них не переживал. Все, я приступил к лечению самки. И тут я как-то заметил, что один крольчонок также стал чихать, и у него появились сопли. Естественно, смысла лечить маленького крольчонка я не видел. Я его просто убрал. Я не буду растягивать вот эту вот историю, не буду рассказывать ее целиком, но скажу так, что всех 9 крольчат я убрал. Пошла цепная реакция этих соплей.
ко второму, третьему, четвертому и до 9-го крольчонка. То есть я убрал первого крольчонка, через какой-то период времени заболевает соплями второй, я убираю второго, потом третий, потом четвертый и так далее и тому подобное. В итоге с 1 по 9 я всех 9 крольчат я убрал. Самку по итогу я вылечил, но, как оказалось, ненадолго. Не знаю, сколько прошло времени, но у самки опять появились сопли. Я принимаю опять решение убирать такую самку, потому что в прошлые разы меня ничему не научили. Да не бойся ты. В прошлые разы меня мое лечение ни к чему не привело, ну и опять же не стал я ее ни третий раз лечить, там, ни второй раз, в общем, я ее убрал. Следующая коротенькая история. У меня был крольчонок, ему было месяца 3, может быть 3,5. Он у меня должен был идти на продажу. Также пошел кормить и увидел, что кролик чихает, у кролика сопли. Естественно, ни о какой продаже речи быть не может. Я позвонил продавцу, объяснил ситуацию, что сделка не состоится, кролик заболел. Да, все. И, если честно, я его также лечить не стал, потому что, как я уже сказал ранее, были у меня неудачные опыты лечения, и не стал я лечить, не видел я смысла. Кролика я в итоге убрал, я его вскрыл, у кролика легкие белые. Я собрал воедино все свои неудачные попытки лечения соплей у кроликов и пришел к единому выводу, что кроликам сопли я лечить больше никогда не буду. Я просто не вижу в этом смысл. Но у вас в любом случае есть выбор. Вы можете лечить кроликов, а можете не лечить. Лично я свой выбор сделал. Я уже года 3, может быть 4, я не лечу сопли кроликам. Если кролик заболел, у кролика появились сопли, я его убираю. Заболел, убираю. Заболел, убираю. Ну а в конце хотелось бы сказать, что я никогда не возьму кроликов из хозяйства, в котором лечат сопли. Это моя принципиальная позиция. На этом все, друзья. Берегите себя и своих кроликов. Пока-пока.